Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Одно из самых известных суеверий о смерти – это то, что если увидеть во сне умершего человека, то скоро умрешь сам. Это суеверие существует уже много веков, и оно не теряет своей актуальности и сегодня. Каждый человек, потеряв близкого человека, ищет объяснение произошедшему, и нередко он находит их в каких-то необычных событиях, которые произошли накануне смерти. Давайте поговорим о приметах и суевериях о смерти. В старину люди верили, что смерть – это не просто физическое событие, а переход души в другой мир. Поэтому они совершали определенные ритуалы, которые должны были помочь душе покойного перейти в загробный мир. Распространенное суеверие – это то, что смерть на Пасху является хорошей. Считается, что в этот день открыты райские врата, и душа умершего человека легко попадает в рай. А вот еще одно суеверие, которое связано с последними минутами жизни человека. Чтобы облегчить душе путь к Богу, в ее руку вкладывали свечу и кадили ладаном. По народным поверьям, в этот момент душа человека борется с нечистой силой. Именно поэтому умирающие часто испытывают предсмертные страдания. Также омовение покойника имеет магический характер. Оно совершалось на полу у порога избы. Покойника клали на солому ногами к печи, обмывали его 2-3 раза теплой водой с мылом из нового глиняного горшка. Считалось, что вода, которой обмывают покойника, приобретает его мертвящую силу, поэтому от нее старались скорее избавиться. Воду выливали в место, где не росли растения и не ходили люди. Также поступали с водой, которой мыли посуду после поминок. Глиняные горшки, в которых обмывали покойника, тоже считали опасными. Их выносили на пустырь, во враг, на перекресток дорог или в другое безлюдное место и разбивали, или просто оставляли. Считалось, что это поможет предотвратить возвращение покойника к живым. Эти места считались в народе опасными, и мало кто решался проходить мимо них в темное время суток. Друзья, не поленитесь подписаться и написать комментарий с вашей приметой из жизни. Свойства предметов омовения омертвлять живое часто использовались в практике вредоносной магии. Например, мертвую воду колдуны употребляли для порчи молодоженов. Мыло, которым обмывали покойника, применяли для подавления нежелательных явлений. Например, жены подавали его для умывания злым мужьям, чтобы их злоба замирала. В старину женским волосам приписывали магические свойства. Поэтому замужней женщине считалось грехом ходить простоволосой. Это отражалось и на погребальном костюме. Женщин хоронили всегда в платочках, молодых – в светлых, пожилых – в темных. Раньше, когда девушка умирала в молодом возрасте, ее хоронили в свадебном наряде. Люди верили, что таким образом она сможет отправиться в загробный мир невестой и обрести счастье. На похоронах пели свадебные песни и даже имитировали свадебный обряд. Сейчас этот обычай встречается реже, но все еще есть места, где его соблюдают. Например, в некоторых регионах России на похоронах молодых девушек принято пить шампанское, чтобы отметить несостоявшуюся свадьбу. В гроб также клали нательный крестик, образок, венчик на лоб и рукописание, написанную или напечатанную молитву, отпускающую грехи. Кроме того, в гроб могли положить вещи, которые могут якобы понадобиться умершему на том свете. Например, это могли быть одежда, обувь, еда, деньги или даже предметы быта. Эти обычаи берут свое начало в языческих временах, когда люди верили, что в загробном мире все будет так же, как и в этом, поэтому они стремились обеспечить покойника всем необходимым. Следующий обычай – это вынос тела из дома ногами вперед. Люди верили, что мертвец может вернуться в дом и забрать с собой кого-то из живых. Чтобы предотвратить это, тело выносили из дома ногами вперед, стараясь не задеть за порог и косяки двери. Этот обычай также берет свое начало в языческих временах. Люди верили, что таким образом они отрезают покойнику путь назад. Раньше считалось, что если дети несут гроб своих родителей, то это может привести к смерти кого-то еще в семье. Люди верили, что мертвец может забрать с собой кого-то из живых. Сейчас этот обычай соблюдается не везде, но все еще есть места, где его придерживаются. Например, в некоторых регионах России гроб чаще несут товарищи по работе или дальние родственники. Обряд погребения.
Обряд погребения обычно совершается до захода солнца. Люди верили, что заходящее солнце может забрать с собой умершего. Также в могилу опускали церковные свечи, горевшие во время отпевания. Это символизировало надежду на спасение души умершего. Обычай бросать в могилу мелкие монеты. Этот обычай, который сохранился до наших дней. Есть несколько народных толкований этого обычая. По одному из них это выкуп места на кладбище для умершего. По другому деньги клали, чтобы умерший мог купить себе место на том свете. Траур. Траур по умершему выражается в ношении темной одежды, посещении кладбища, запрете на развлечения и участие в светских праздниках. Срок траура может быть разным. Обычно он составляет 40 дней, но может быть и более длительным, особенно если потеря была очень тяжелой. Например, матери, потерявшие взрослых детей, могут носить траур годами. В знак траура в доме занавешивают зеркала и останавливают часы. Из помещения, где стоит гроб с телом умершего, выносят телевизор. В народе был обычай оставлять одежду и постель умершего под куриным насестом. Раньше считалось, что душа умершего находится дома в течение 6 недель после смерти. Поэтому одежду и постель умершего клали под куриный насест, чтобы душа могла их использовать. Люди верили, что душа умершего может превращаться в птицу, поэтому и место для одежды и постели выбирали соответствующее. Сейчас этот обычай уже не соблюдается. Некоторые родственники умерших сохраняют одежду и постель до 40-го дня, но большинство людей вещи, принадлежавшие покойному, сжигают или закапывают. Обычай хоронить в новой одежде. Сейчас принято хоронить в новой, еще не носившейся одежде. Это связано с тем, что люди верили, что новая одежда – это символ чистоты и безгрешности души умершего. Считалось, что душа должна являться на тот свет чистой. 40-й день. 40-й день после смерти – это кульминационный момент в поминальных сроках. По народным поверьям, в течение 40 дней душа умершего находится на земле. Бог не определяет ее ни в ад, ни в рай. Ангелы носят душу умершего по тем местам, где покойник грешил, и душа его замаливает грехи. На 40-й день совершается Божий суд, и душа покидает землю окончательно. По народному поверью, душа умершего на 40-й день является в свой дом на целые сутки и уходит лишь после так называемого отпуска души или проводин. Если проводины не устроить, то покойник будет мучиться. Особую роль в поминальном обряде играло полотенце, которое вешали в углу дома у окна на 40 дней. Оно символизировало путь, указатель дороги домой. Церковное отпевание. Церковное отпевание – это христианский обряд, который совершается над умершим человеком. Он символизирует прощание с умершим и надежду на спасение его души. Люди, которые сознательно покончили с собой, не могут быть отпеты в церкви. Это связано с тем, что самоубийство считается грехом. Однако, если человек совершил самоубийство в состоянии невменяемости, то его родственники могут обратиться к правящему архиерею с просьбой разрешить отпевание. Для этого необходимо предоставить медицинское заключение о причине смерти. Также к самоубийцам в церкви относят людей, погибших при разбое, то есть совершивших бандитские акты умерших от полученных ран и увечий. Крест на могиле. Крест на могиле – это символ христианской веры. Он ставится у ног погребенного так, чтобы распятие было обращено к лицу покойного. Крест символизирует веру христиан в то, что тело умершего находится в земле, а душа – на небе. Он также напоминает о том, что смерть – это не конец, а переход в новую жизнь. Вот несколько народных примет, связанных со смертью. Друзья, если вам интересно продолжение данной темы, напишите в комментариях. Считалось, что если больной во время болезни поворачивается к стене, то он скоро умрет. Это связано с тем, что в старину люди верили, что душа человека покидает его тело через спину. Поэтому, если больной поворачивался лицом к стене, то это означало, что он готов к смерти. Если больной перед смертью обморается, в семье будет еще покойник. Считалось, что если больной после причащения уснет, то он выздоровеет. Это связано с тем, что причащение, по мнению верующих, дает человеку силу исцеления. Если же больной не уснет, то это означает, что его душа уже готова к переходу в иной мир.
Если собака воет, опустив морду к земле, к покойнику, морду кверху, к пожару. Если в полночь на горе слышится хоровое пение, к массовым смертям, к войне. Существует еще примета, что если комнатный цветок, который никогда не цвел, вдруг расцвел, то это указывает на близкую смерть кого-либо из семьи. Надеюсь, вам было интересно узнать о приметах и суевериях о смерти. Конечно, верить в них или нет – это личное дело каждого. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.